Ужасное чувство дереализации, в котором тебя еще и ебейше убеждает обыденность. Тебя ебейше убеждают, что ты выходишь из своей квартиры, из своей парадной на ту же самую улицу, и там та же самая бабка стоит в очереди на почту, как и 10 лет уже, понимаешь, да? И ты думаешь, что это ты ёбнулся, потому что только ты это все придумал, или только ты об этом думаешь, или только у тебя этот портал в ад где-то внутри. А на самом деле все ок. И все ходят в пятерочку, как бы, и какие проблемы. В какой-то момент мне очень остро плохо было из-за этого. И мне было очень остро плохо из-за того, что нет признания вот этого пиздеца, некоторой разрушенности жизни. При этом постоянно закрываются какие-то дружественные площадки, перестают существовать важные для тебя проекты. Уезжают твои союзники, коллеги, товарищи, с которыми ты классно много чего раньше делал и мог бы еще сделать. И ты постепенно думаешь, что тебе некуда пойти. Но внешне все так обыденно, и это разрывает на части. И ты просто реально в какой-то момент хочется прям заорать, что все ненормально, нет, нет. Как будто бы только ты знаешь об этом. Это реально очень стрёмная хуйня. Это одно из самых тяжелых для меня состояний от нахождения в России. Меня меньше триггерит Z, потому что эта Z, она на самом деле признает факт существования агрессии. Она пытается ее легитимизировать, но она и называет ее. И ты такой типа, ага, попались, я знала, что это происходит. А в какой-то момент даже этого стало сильно меньше. В Москве это где-то на театре, а в Петербурге нихуя. И ты такой типа, в смысле, где все? Где то, что у тебя рождает праведный, блядь, гнев? Нихуя нет. И ты как будто городская сумасшедшая, и все. Я помню, до войны, короче, была странная часть моей жизни, когда каждая новость про готовящуюся войну меня жесточайше триггерила. Я правда очень боялась, что наступит война. У меня был момент, когда я читала эти новости, и у меня был регресс до 5-6-летнего ребенка. Когда маленьким рассказывают, что война это ужасно, вот это вот все. И я шла к кому-то из своих друзей, довольно политически осознанных, и тех, кто в контексте, и все меня убеждали, что все окей, все будет хорошо, это какая-то хуйня, это опять ЛНР, ДНР, бла-бла-бла. И я очень верила этому, потому что я очень хотела. А потом я приходила к своей бабушке, и бабушка мне говорила, будет война. И я думала, да, блядь, она ёбнулась. Она 8 лет смотрит телек, а я знаю, что идет по телеку. И я уже 8 лет слышу, что Украина это самая хуевая страна на планете, что хуже только Америка, что там на площади по утрам едят младенцев каждый божий день. И бабуля мне говорит, походу будет война. Я ей говорю, да нет, конечно. Понимаешь, да? И потом происходит весь этот пиздец, и ты понимаешь, что человек, про которого ты думал, что он ёбнулся, потому что он смотрит правительственную хуйню, этот человек прав. А твои друзья, которые шарят, и ты вместе с ними, вы проебались. И ты такой, я не понимаю в жизни ни хуя. И становится страшно, что ты живешь в мире, в котором права твоя бабушка. И хоть я ее ужасно люблю, и она супер классная, у меня очень клевая бабуля во всем, кроме того, во что, к сожалению, она верит, чему доверяет и разделяет. Но если она понимает процессы лучше меня, вот это страшный мир. Это очень страшный мир. Это имеет очень тяжелый эффект не в том плане, кто прав, кто виноват. Это имеет очень тяжелый эффект в том смысле, что в какой-то момент ты в своей вот этой вот оппозиции потерял чуткость к процессам. У тебя будто произошла генерализация, и ты повелся на повесточку свою и важное пропустил, важного не заметил. И не то, чтобы ты что-то мог сделать с этим на самом деле, но просто, может быть, я, конечно, охуела 24 февраля. И я недавно думала, что у меня до сих пор 24 февраля, что у меня каждый день теперь 24 февраля. Что кто-то живет дальше, и у кого-то август, и, блин, не знаю, Анапа или куда там сейчас люди едут отдыхать, а у меня каждый день 24 февраля. И так, видимо, будет еще очень долго. У меня друзья поехали в Белгородскую область на Азовское море.
Там же еще проблема в том, что из-за того, что все аэропорты закрыты, они такие: ой, нам пришлось ехать на поезде. Я такая думаю, это единственное, что вас смущает? Блядь, там в дома стреляют. И они еще поехали с детьми. И людей реально смущает, что им нужно 2 суток на поезде фигачить в одну сторону. Я хотела поехать в Таганрог, в ПВР, поработать там с детьми. Там просто очень сложная история. Я думаю, ты можешь себе представить, что чем меньше город, тем сложнее там взаимодействие между условной администрацией и условными волонтерами. И если ты рандомный человек с улицы, который хочет им помочь, то они очень напряженно и тревожно относятся. И в итоге у нас, к сожалению, не получилось взаимодействия. В какой-то момент они потребовали такой пакет документов, куда входила, например, справка об отсутствии судимости, которая делается месяц, допустим. И это странно, потому что ты, в принципе, работаешь как волонтер, и у них нет никакого договора с тобой. То есть я даже не могу понять, типа, зачем им формально все эти документы. Ну, окей, короче. Но я прям честно ловила небольшую тревогу. Я думала, окей, а если начнется война здесь, на этих землях? Этого же никто не исключает по-настоящему. И, ну, просто из инстинкта самосохранения в какие-то моменты мне было страшно. Но в целом всем похуй. Кто-то поехал в Крым, чё, лето же. На самом деле, по-настоящему, о чем я думаю, и иногда я даже как-то в это верю, что в какой-то момент те люди, которые сейчас пребывают, с моей точки зрения, в неведении, ну, я это так себе называю, да, в какой-то момент они как-то научатся работать с информацией и узнают про мир чуть больше. Их картина мира изменится, и тогда они охуеют от того, как можно жить. В хорошем смысле. Как можно жить без системного насилия, как можно жить в стране, в которой деньги тратят на качественную жизнь, как можно пользоваться хорошей медициной или как минимум не слушать хамства на каждом шагу. Что вот эта жизнь, она реально возможна сейчас уже в 21 веке, и она происходит. Что не обязательно жить так, как вы привыкли 20, 30, 50, 70 лет. В постоянном страхе, в постоянной агрессии по отношению друг к другу. И что сосед на улице – это потенциальная опасность, а не безопасность. И вот, честно говоря, рано или поздно оно все равно произойдет. Потому что диктаторские режимы, они всегда падают. Это во-первых. А во-вторых, люди всегда стремятся к комфорту. Это даже не про идеалы, это не про осознанность нихуя вообще. Это исключительно про комфорт. И вот как те люди, которые приезжают в Москву и охуевают, что вау, метро может быть таким, а транспорт может ходить, а везде может быть чисто, нихуя себе. Все равно комфорт победит. Потому что это то, что я вижу, и я в этом не сомневаюсь. И когда люди, которых всю жизнь пинали и пиздили социально, поймут, что можно без этого жить, они охуеют. Это перевернет все с ног на голову. И мне правда кажется, что это неизбежно. Просто проблема в том, как скоро это произойдет. И в том, что наши жизни очень ограничены. И, конечно же, мне бы хотелось это увидеть, но, с другой стороны, мне бы не хотелось быть там 70-летней старушкой, которая всю жизнь прожила в какой-то фрустрации. Тоже хочется успеть поделать красивое искусство или там устроить обед во дворе с соседями и не думать, что они могут сказать что-то, что меня ранит. Просто в какой-то совместности побыть. Какие-то такие вещи. И, честно говоря, я много об этом думаю, о том, что невежество – это огромное и очень опасное оружие. И, конечно, невежество – это большая неподъемная плита. Потому что образовываемся мы гораздо медленнее, чем разрушаемся. Но я даже по себе думаю, когда я работаю с какими-то вещами, которые меня печалят, с небережным отношением и к себе, и к окружающим, например, я вижу, как долго я над этим работаю и как быстро это может нанести вред. Не хотелось бы совсем выгореть и совсем потерять какой-то вкус к жизни и возможность увидеть это. Потому что ведь можно так травмироваться миром, что не увидеть. Мне кажется, такое возможно. Но это как многие сейчас, кто не видит, что уже наступили совсем другие вещи, и что 20 век-то как бы уже закончился, да? Необъяснимо, но факт. Но тем не менее, не хотелось бы быть таким человеком. Хочется успеть. Посмотреть по сторонам, когда все изменится. Иногда я интуитивно думаю, что вот в ближайшие 2 года будет пиздец,
а там посмотрим. И важно их пережить. А потом я думаю, почему? С чего я так вообще решила? Я не знаю.